Всем салют! Сегодня у нас начался ивент Чудо мирового дерева. Ивент уже довольно-таки не новый. Единственное, что каждый раз у нас здесь обновляется состав призов, да, то есть награды, новые комплекты сокровищ появляются. В этот раз не стал исключением, добавили два комплекта, один фиолетовый, один золотой, да. Ну, к сокровищам чуть попозже вернемся. Здесь все просто, все у нас в разделе подарки. Здесь мы можем покупать пакеты с водичкой, да, которые мы будем поливать и, соответственно, растить дерево, получать призы. Из того, что рекомендовал бы я, да, завтра будет секретный приказ, под него можно взять пакеты за 5 или за 10 долларов, смотря у кого какой секретный приказ, тем, у кого простой, за доллар можно взять. И в воскресенье будет учение, да, то есть и под них можно тоже взять, купить именно здесь пакеты с водичкой, да, там и с листиками, с этими веточками, да, для того, чтобы полить дерево, получить бонусы, соответственно, и собрать веточки, чтобы скупиться вот здесь, в этом магазине. Также у нас есть шкала, да, которую мы, когда поливаем дерево, получаем тоже бонусы, призы. Здесь, конечно, для игроков с ограниченным донатом постараться дойти хотя бы закрыть 5 этапов, да, получить все фиолетовые сокровища и постараться их улучшить, ну, получить как можно больше их фрагментов, чтобы сделать сет до плюс 3 догнать. Те, кто могут себе позволить больше вкладывать денег, да, соответственно, закрыть все этапы и собрать все сокровища тоже, чтобы собрать сет. Тут уже каждый выбирает по уровню своих возможностей финансовых. Вот. Награды, да, у нас тут все тоже просто. Если мы будем по одному нажимать, вот у нас случайные награды обычного дерева, да, если мы будем собирать и открывать по 10 водичек, поливать, да, соответственно, будет выпадать вот такие награды. Поэтому стоит копить, не торопиться и поливать продвинутым поливом, соответственно, чтобы вам выпало как можно больше фрагментов и вы могли сокровища, ну, прокачать как можно больше звезд. То есть, потому что получить их потом можно будет только с алхимией, да, то есть их вводят в алхимию. Ну, так было с предыдущими сокровищами, что тоже довольно-таки длительный процесс, если вы не пользуетесь, да, скажем так, донатным составляющей. Магазин здесь тоже все обычно, да, открывается, получаете наши веточки и по ним выбираете, да, то есть кому что нужно. Здесь из ценного, да, я как бы отметил зеленые слитки, да, кто еще не докачал всех героев ими, да, там, чтобы получить бонус короля, нужно практически всех героев прокачать, соответственно, их нужно очень много. Также есть камни обновления талантов для тех, кто не выловил еще нужные им таланты, да, то есть пригодится. Возможно, кто это уже выловил, дойдет до звездочек. Ну, фракцию я не думаю, что подарки на девушек можно даже взять, тут звезд и розы, да, тем, кому нужны девушки прокачивать. Скин получить без финансовых вливаний не получится, да, соответственно, если вы хотите получить скин Минотавра с маг защитой, да, который дает, повышает нам маг защиту постоянную, ну, нужно будет вложиться, да, то есть какая сумма я сейчас не скажу, но обычно это в районе там 200 долларов выходило. Поэтому если вы не рассчитываете столько донатить в дерево, брать фрагменты Минотавра я бы не рекомендовал, да, потому что получить скин потом будет затруднительно. То есть, ну, нужно будет там в других ивентах тоже всех донатных эти фрагменты дополучать. Поэтому тут уже на усмотрение каждого. Брать, не брать. Вот. По поводу новых сокровищ, да, сетовых. Вот, идем в галерею. У нас получается сет золотой. Далее это уже на новый сет на машины, да, который дает нам увеличить наши показатели машин, там, жизни машинам, увеличивает физ защиту и маг защиту наших боевых машин. Да, то есть это тоже важно, тоже нужно качать. Если у вас есть возможность, стоит прокачивать, да, потому что машины сейчас тоже довольно-таки много вносят в победу, да, то есть если у вас прокачанная машина, она может решить исход боя. Соответственно, нужно увеличивать им жизни в первую очередь, да, для того, чтобы чаще всего машину убивает ультующий герой, да, массовой ультой бьют по машинам и они умирают. Соответственно, чтобы этого не происходило, нужно повышать количество жизни машины. Также здесь коэффициент раскола брони, это если у вас будет 3 звезды, ну, это бронебой, да, если у вас, но для этого, чтобы это работало, да, нужно, чтобы у героя был талант бронебоя. Если у вас героя таланта нет бронебоя, то здесь, конечно,
оно не работает. Ну и набор лидерства, если вы полностью прокачаете, но это уже для донатящих игроков. Ну, обычным игрокам будет затруднительно прокачать этот сет. Гораздо я бы рекомендовал им остановиться вот на новом сете. Здесь, да, тоже три вещи. Если вы собираете, нагрузка 20% тоже лишней не бывает. Вот. Ну и жизни вражеских юнитов минус 10%. Довольно-таки прикольная вещь. Да, особенно если вы играете ультующими героями, ваши герои ультуя будут наносить, ну или с обычной магией, да, то есть там вторым навыком своим, соответственно, будут наносить больше урона. Ну и опять же, из руки, как говорится, тоже ваши стеки будут тоже наносить больше урона. Чем меньше жизни у соперника, тем вам лучше, да, поэтому есть смысл получить именно вот этот сет, потому что он также здесь повышает физатаку и маг-атаку, да, в зависимости от того, каким вы составом играете. Если вы физиками, да, сконцентрироваться на прокачке физ или маг атаки. Здесь это лечение навыка, да, это для тех, кто играет вороном, архом или рафи. Ну, что очень редко, конечно, последний герой. Тоже полезный на сокровища. Поэтому, ну, здесь на полной прокачке у нас коэффициент сопротивления, да. То есть сопротивление практически у каждого героя есть. Это один из самых основных базовых, так сказать, талантов, который должен быть у всех героев. Ну, это опять же исключительно на мой взгляд, да. Соответственно, мы повышаем, если прокачаете полностью, здесь получится у вас такая возможность, да, то есть вы увеличите сопротивление, что увеличит выживаемость ваших стеков в бою и повысит также вероятность победы. В принципе, единственное, что я бы как бы от себя хотел, чтобы в дальнейшем, да, дерево, чтобы было интереснее, добавили возможность так же, как вот в ивенте на герои или в ивенте фракции, да, в самом начале выбирать сеты, да, потому что сетов уже довольно-таки много, каждый раз вносят новые, и мы не успеваем прокачивать простым игрокам, ну, даже тем, кто донатит, ну, в определенных там разумных, так сказать, пределах, очень сложно все это прокачать. Соответственно, вот начинается там следующее, если сделали дерево, да, вы заходите и вам дается возможность выбрать, там, к примеру, все сеты, которые у нас есть, да, то есть вы выбираете нужный, интересный вам сет, который вы хотите, да, собрать, да, и, соответственно, запускаете именно дерево и его получаете призы именно направленно на тот сет, который вам нужен. Это даст возможность игрокам постепенно полностью собрать сет и повысит интерес к этому ивенту, да, то есть не только супер донатеров, но и обычных игроков. Но опять же, это исключительно мое мнение. Также в комментариях я бы хотел услышать ваше мнение, как вы видите возможность улучшения этого ивента и какие бы ваши предложения, если они у вас есть. На этом все. Всем спасибо.